Микрофон нормально, все нормально, меня должно быть там нормально видно. Здравствуйте, ребятушки, всем привет! С вами Анатолий, и это обзор Mark II в 90-м кузове, он же Самурай. О чем мы сегодня поговорим? О том, сколько стоит владеть этой машиной на данный момент, о ее проблемах и о том, какого черта, Толя, 2018 год, какого черта ты рассматриваешь этот кусок старого пережитого автомобиля. Первый же момент, который я хочу сказать, почему именно этот автомобиль. Потому что, во-первых, у меня было 200 тысяч рублей. Что можно купить за эти деньги? Либо тазик, четырка. Тазик я не уважаю, у меня был 2 года тазик, поэтому мне можно его не уважать. Либо, соответственно, что-нибудь недорогое, свежее, типа Nissan Almera, либо Deo Nexia. С ними тоже есть один нюанс, там нет комфорта, нет кайфа при ощущении нахождения в автомобиле. Соответственно, остаются только японцы, старые японцы. Разница между японцем 97 года и 94, она крайне низкая. Поэтому выбирается лучший японец. Лучший японец, он сейчас здесь. Ребятушки, рассказывать я буду конкретно об этом автомобиле, потому что объективное мнение, кому оно нужно, да нахер никому не уперлось. Всем интересно субъективное. Соответственно, машина эта крашеная в круг. Кости у нее целые. Стекла все родные, кроме какого? Кроме лобового, естественно. В целом это экземпляр живой. Живой и по двигателю, и хотел сказать по коробке, но по коробке говорить не буду. Двигатель. Двигатель на этом автомобиле стоит 1JZ GE. Для тех, кому ничего не говорят эти буквы, объем этого двигателя 2,5 литра, и на нем нет турбины. Соответственно, по моторному отсеку, во-первых, начнем с того, что он грязный. Никто его, блядь, не помыл. Второй момент, он не жрет масло. Удивительно, но это так. В это я сам изначально не верил. Третий момент, он такой неприятный. Я не люблю о нем говорить. Он жрет бензин. Бензин он жрет за двоих. Летом в городе расход 19 литров. Измененного под капотом, перебирался трамблер, менялись свечи. И, наверное, все. Нужно сказать спасибо предыдущим владельцам. Детали, большинство деталей здесь стояли оригинальные, что в наше время очень дорого. Как вы, наверное, заметили, капот поднимается на упорах, газовых упорах. При покупке автомобиля испытываешь небольшой восторг от этого, после особенно «Жигулей». По факту это большая проблема, потому что оригинальные такие стойки стоят 5500 рублей на данный момент. Здесь же, в данной модификации автомобиля, стоят стоечки от то ли 8-ки, то ли 12-ки, причем задние. Стоят они 500 рублей. Это прелести покупки 23-летнего автомобиля. Для тех немногочисленных самоотверженных людей, которые сейчас ищут этот автомобиль и хотят его себе купить, ребят, я с вами, стоит обращать внимание на 3 основные вещи. Первое — это на рейку, когда поворачиваете, руль стучит он или нет. Второе — это на коробку передач. Происходит ли пинок с первой на вторую. И третье, пожалуй, самое опасное с точки зрения жизни — это пороги. У 90% машин, что я смотрел перед выбором этой, были гнилые пороги. То есть буквально протыкались пальцем. На одной конкретной машине мы проткнули порог пальцем, потому что владелец запенил монтажной пеной и покрасил его краской. Так делать, конечно же, не надо. И такие машины, конечно же, не нужно покупать. Не нужно. Основное преимущество для меня этого автомобиля — это, конечно же, его внешний вид. Охуительный внешний вид. И даже сейчас в потоке машина смотрится не хуже остальных. Как минимум не хуже, а где-то даже лучше. Если говорить конкретно про переднюю часть, то вот для меня, мне не нравятся вот эти оранжевые огромные поворотники. Они, в принципе, тогда в 95-е, 2000-е годы были на большинстве Toyota. Но вот
передняя часть у него, пожалуй, самая слабая. У сотого марка в этом плане получше. Интересный момент. Если вы заправились на заправке и у вас не очень прямые руки, кривые, и вы налили бензина на кузов, со временем, если не протирать, то он пожелтеет и останется вот такая херобора. Херобора это не вытирается тряпочкой, и ее можно удалить исключительно полировкой. Если мы говорим про внешний вид сбоку, то он чертовски хорош. Тем более, если вы поставите 16-е катки, хотя бы такие же кайфовые, как у меня, в принципе, можно и 17-е вот сюда воткнуть, но как эстет это не точно. Я заявляю, что 17-е слишком большие. Слишком большие, арка кажется маленькой, диски кажутся большими, непропорционально. Поэтому моя рекомендация 16-е литье. Красивое обязательно. Слабым звеном является нижний молдинг на двери. То есть они вдоль всех дверей есть эти молдинги, и периодически они цепляются за ногу или за сугроб, за ледышку, за поребрик, они отлетают. Молдинг держится на 5 пластмассовых креплениях, каждая из которых стоит 300 рублей на данный момент, если их заказывать. На современных машинах такого нету, и в принципе не зря. Вещь уже довольно ненужная, я бы сказал, архаизм. Ну и если мы говорим про заднюю часть автомобиля, это как конфетка, это как десерт, это топыч вообще. То есть задняя часть мне нравится и сейчас. Я бы готов был даже купить новый автомобиль, чтобы он внешне выглядел как этот. Единственное, передок, чтобы они как-то подшаманили, потому что вот эта вот одна фара, ребят, самурай, это космос, согласитесь. Вот этот огромный бампер, он же является неким неудобством, потому что обзор не такой хороший, сдавая задом, он частенько страдает. Честно говоря, я не видел ни одного еще такого марка, у которого бы задний бампер стоял ровно в зазорах, и он бы как-то не выделялся, не выходил и так далее. Практически у всех он стоит не в зазорах. И имеются вот следующие коцики, то есть конкретно это сделал я, каюсь, красный гараж. Даже видно, что он красный. Так, господа, если говорить про багажник. Багажник здесь довольно большой для седана. Не знаю, сколько литров, но влазит 4 16 литья с резиной. В принципе, это неплохой показатель, плюс по бокам еще остается место. Если мы говорим об удобстве использования багажника, то держится он вот так. Держится, я думаю, так уже довольно давно, потому что газовые стоечки, на которых он стоит, стоят по 6500 рублей оригинал, дороже, чем передние. Покупать их никто, естественно, нафиг не будет. Аналогов им нет, потому что крайне умный японский инженер, пожалуй, это единственный нюанс, который мне нравится в конструировании этого автомобиля. Так вот, этот инженер придумал какое-то особое крепление, которое отличается. Верхнее крепление от нижней точки. Поэтому различные аналоги и стойки от 12 и 8, они не подходят сюда. Чтобы они подходили, надо крепление либо переваривать, либо высверливать. Соответственно, на протяжении долгого времени здесь стоит палочка. И я думаю, владельцы маркообразных меня прекрасно понимают. В багажнике же у нас стандартный набор автомобилиста, который владеет автомобилем 23-летней давности. Конечно же, это комплект инструментов. И машину починить, и дом построить, если что. Бачок для бензина. Вещь не самая, на самом деле, необходимая, но один раз я пользовался, меня выручал. И лопата. Лопата, без нее никуда. Живем мы, не мы, а я в Сибири. В Сибири можно заострять, и можно себя и с лопаткой, соответственно, выкопать. Огнетушитель, я думаю, всем понятно зачем. Домкрат. Домкрат лежит здесь давно. Функции его очень важны, но им никто никогда не пользуется. Отдельно хочется сказать про резину. Первую зиму, господа, я ездил на резине, с которой купил эту машину. Она была 2008 года, и, мягко говоря, она была деревянная. То есть сцепления не было никакого. Автомобиль это заднеприводный. И тут есть свои нюансы управления. И это был ад. На старой твердой резине это был ад. Поэтому, господа, если будете брать марка, те немногие единицы из вас, кто все-таки его будет брать, я знаю, такие еще есть, позаботьтесь сразу о зимней резине. Это очень важно. Очень важно. Господа, если мы говорим про салон, то это будет второе, а для кого-то даже первое достоинство этого автомобиля. Он уютный, он довольно большой, он комфортный. Комфорт — вот к чему мы стремимся, когда покупаем машину все дороже и дороже. И к проходимости, конечно, и к скорости. Первое, что бросается в глаза, когда вы садитесь в салон, это серый устаревший цвет торпеды. Скажу сразу, кого это отпугивает, с 95-го, либо 96-й, или 95-й год
Уже идут черные торпеды, то есть цвет уже, ну, как в современных автомобилях. Соответственно, отделочка под дерево, коричневая, кнопочки, все дела. Магнитола двухдиновая, что очень удобно. Один важный нюанс в магнитоле. Место, куда вставляется флешка, оно довольно близко к моей ноге, поэтому одну магнитолу из этого я уже выкинул. Не выкинул, точнее, продал, задел ногой, сломал флешку. Сломал, точнее, разъем под флешку. Флешка как бы выжила это. Соответственно, это уже вторая магнитола. И здесь уже, как видно, я тоже помял этот гребаный разъем, который слишком близко к моей ноге. Про панель, наверное, сильно много рассказывать больше смысла нет. Ну, кнопочки, переключатели, мафон, все как в обычном автомобиле конца 90-х, начала 2000-х годов. С моим ростом 1,93 м, в принципе, ноги у меня помещаются. То есть очень важный параметр был при подборе автомобиля, чтобы я влазил туда. Я, соответственно, влажу. На заднем сидении по месту, то есть именно головой я цепляю. Но в целом, если ехать и откинуться на спинку, то довольно удобно. Можно держаться за ручечку. По коленям, как вы можете увидеть, сейчас колени прекрасно входят. То есть на данный момент я сижу сам за собой, нигде ничем не упираюсь. Ну, естественно, таких как я, сюда комфортно сядет 2 человека. Ну что, господа, кто я такой, чтобы, имея Mark II, не показать вам разгон до 100? Я, конечно, не сильно в нем уверен. Скорее, вообще не уверен в плане разгона. Но мы попробуем. По-моему, мы не будем снимать разгон до 100. Фигня получается? Да, она что-то еле едет вообще. На счет 3. Так, Раз, два, три. И 100. Что хочешь сказать в заключении, господа? Брать ли Марка в 2018 году, имея на руках 200 тысяч рублей? Но для меня ответ однозначен да, я бы взял себе его еще раз. Если вы цените комфорт, в первую очередь это комфорт, конечно же, уверенность на дороге, да. Если вы готовы смириться с задним приводом, в нем есть свои нюансы. И если вы готовы смириться с расходом около 20 литров на сотню, брать можно, но на любителя. На этом все. Спасибо за внимание, а я поехал.